Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня коснемся дальников природы. Думал полностью выпустить видео про природу, но разделю его на два небольших видео по дальникам и ближникам. Просто сегодня коснемся более дальников, потому что у нас завтра событие, собственно говоря, на одного героя, на дальников природы. Поэтому по ним пробежимся более подробно, а потом уже коротенькое видео буквально по ближникам. Ну, поехали с самого старта. Соответственно, у нас идет Слай Лесной Заступник. При атаке отравляет врага. В начале хода наносит фантомную атаку врагам с отравлением. И в конце хода призывает грибочек на случайную вражескую клетку. И плюс имеет точность. То есть, соответственно, уклонение ему не страшно. Ну, вот так он примерно выглядит на моем пробуждении на максимальном уровне. Я его еще на 16-м не будил. Не знаю, нужно ли, не нужно ли. Ну, давайте быстренько духовные связи просто покажу. То есть, чтобы вы могли хотя бы как-то ориентироваться, что сможете, не сможете. Хотя, не знаю, сейчас они особо, в принципе, и не нужны там. Прям, чтобы, ну, вот вообще конкретно. Неплохой герой встречается крайне редко, но это не отрицает того, что, в принципе, на отравлениях, то есть, очередной герой еще в ядопачку. Неплохо. Если он у вас нормально прокачан, то вполне его себе можно заигрывать. Ну, я в конце скажу, кого я могу порекомендовать чисто от себя по поводу выбора. Ну, пока просто по героям. Ундина пенорожденная, очень даже неплохой герой. К сожалению, я ее пока не могу заиграть. Почему? Потому что крайне мало здоровья. То есть, не дают ее полноценно заиграть. После атаки врага замораживает ее на один ход. То есть, отлично работает против того же самого там Доминуса. Отлично работает против Аарина. Да и вообще, в принципе, против мультиатак работает отлично. Против как раз вот того же самого Аарина работает. То есть, он в первого выстрелил и заморозился. Все остальные спокойно проатаковали. Плюс еще перед атакой врага наносит ей урон за каждого замороженного врага. Ну, в моем случае это 90. Ну, вот могу сделать 101. Но этого тоже мало, нужно, соответственно, будить ее на 21 уровне, и тогда она станет поинтереснее. Хороший урон, неплохое здоровье, нормальная атака. И плюс еще и в начале хода очищает союзников природы. Герой абсолютно нормальный, не имба, отлично сбалансированный, хорошо играет. С ней бывает периодически очень сложно даже справиться. Если сразу ее не снести, то возникнут определенные проблемы. Ну, по поводу духовных связей, опять же, не знаю, кому это надо, но может кому-нибудь пригодится. Следующий у нас идет Виксен, владыка бурь. Вражеский генерал атакован, замораживает случайного врага. При появлении врага крадет атаку у замороженных врагов и в начале хода наносит урон, равный 75% вражескому генералу. Вот он будет повышен как раз на следующем 21-м пробуждении. То есть там дойдет до 100. Приятно, очень даже здорово. Вот как раз получается, между этими уровнями мы и повышаем. Хороший герой, очень хороший. Очень, кстати, он хорошо работает с тем же самыми мультиатаками, с теми же самым флоссом он отлично, кстати, работает. Ну и вообще со всеми героями, которые бьют в лицо. То есть здесь будет просто супер, он очень хорошо набирает атаку. Если его опять же вовремя не законтрить, то сносит за пару ходов. Меня лично сносил, в первой лиге. Хорошо, очень даже достойный герой. Кролик — это вот герой последнего события. Да, его изменили, он стал поинтереснее. То есть теперь кролики, которых он призывает, накладывают немоту независимо от того, стоит ли на столе Мардин КР или не стоит. То есть раньше это было привязано к нему, теперь, соответственно, нет. Он стал посильнее, там пара кроликов, и можно заниматить очень многих нормально . Ну, у меня они сейчас самые слабенькие кролики, там 18-12. При атаке призывает кролика 18-12 в ряд. При смерти дает атаку каждому кролику. И в конце хода дает союзникам, кроме кролика, здоровье за каждого союзного кролика. Ну, неплохо на самом деле за спам. Плюс, опять же, так как это все стрелки, соответственно, они могут играть неплохо очень даже с Марготом. То есть мы, в принципе, все сейчас в призме этого рассматриваем, потому что сейчас Маргот властвует. То есть если вы не превосходите его хрен знает насколько по мощи, то фиг вы Маргота завалите, Ну, там при определенной удаче, конечно же, можно, но это очень сложно. На автобое я вообще молчу.
Вот. Хотя тут случилось чудо дикое, и я что-то на вдове случайно зашел в лигу и завалил Анну, которая там, вот моя пачка на вдове, ну, чтобы вы понимали. И я как бы завалил Анну, там, у которой было здоровье там 2200, что ли. Вот таким вот чудом-юдом я ее сумел завалить. Было непросто, но получилось. Удачно карты зашли, и нормально все стало. Вот. Ну, у меня вот он же готов, в принципе, к 21 пробуждению. Ждем карточки. Ну, по духовным связям это выглядит вот так вот. Да, неплохой герой, но ему нужна очень хорошая прокачка, ему нужно как можно больше здоровья, это как раз его преимущество. По атаке у него не все так хорошо, а вот по здоровью очень даже здорово, да и кролики там будут со временем неплохие призываться, будут они усиляться, здоровьишко будет усиляться на пробуждениях. То есть неплохой герой сейчас стал, но такой, скажем, посредственный. Тартулус. Я его считаю, на самом деле, неплохим героем, но используется он крайне редко. Хорош он, в принципе, только в таких пачках, где, ну, если вы хотите набрать атаку, где не присутствует порядок, а порядок у нас сейчас присутствует везде и довольно много, то есть атаки он, не скажем прямо, чтобы много наберет, но, с другой стороны, опять же, с флоссом, если его использовать в паре, то он может очень даже неплохо набрать атаки и пульнуть так от души. Вот, союзник атакован, включая генерала, исцеляет союзного генерала на определенное количество здоровья. Его теперь зафиксировали. Раньше был разброс, теперь оно фиксированное. То есть там 54, 63, 76. Раньше, вы помните, было там, допустим, там 48, там 59. Теперь такого нет, теперь все четко, вот циферки есть. При смерти союзника, кроме порядка, получает плюс 80 и имеет полет. Ну, вот следующее пробуждение увеличит здоровье, как раз 21 уровень. У меня, в принципе, сейчас все герои до 21 уровня, они практически для меня не играбельны. Вот. Неплох. Вот его духовные связи, опять же, если это кому-то интересно. Ну, нормальный герой. Как бы играется, не играется. Не вижу его вообще в лиге. Вот. Ну и теперь переходим к Флоссу, собственно. Отличный герой на самом деле. Опять же, конечно же, нужно его мне лично пробудить на 21 уровне, чтобы он что-то из себя опять-таки начал представлять, потому что это очень мало, сносит его очень быстро и вообще моментом. При атаке призывает цветок-людоед, ну, в моем случае 46-44 на соседнюю клетку. При атаке отравляет на 44 врагов, кроме природы, и в конце хода получает, ну, плюс 71. Тем, что он плодит, цветок-людоед призовет еще потом просто цветочек, и, соответственно, это все плодится, то есть с тем же самым Тартулусом это даст ему хорошо атаки, там, с тем же самым Виксеном они там ударят в лицо и заморозят врагов, он наберет атаки, украдет. То есть все это отлично работает. То есть герой на самом деле неплох. Ну вот единственное, что да, на 21-м пробудить, и можно будет пробовать его заигрывать. Ну вот его духовные связи, опять же. Ну, в принципе, все. Мелия, я пробудил ее на 21 уровне, качнул пока до 17. Хорошо она стала травить в конце. Вражескому генералу наносит очень мало, то есть нужно на 26-м ее будить, чтобы она заиграла вот так вот более-менее, то есть начала травить вражеского генерала. Но с тем же самым Флоссом, с тем же самым Кобой она отлично может себя показать, очень много ядов, плюс там урона она очень много нанесет. Ну и вот сработало отравление врага, наносит в моем случае 51 вражескому генералу, сработали шипы союзника, дает здоровье союзникам и в конце хода отравляет на 129 двух случайных врагов. Ну вот на 21-м это будет выглядеть вот так, соответственно на 26-м это будет выглядеть вот так. Отличный герой на самом деле в ядопачке, да и так я ее видел просто в таких соляночках, она может там зайти, травануть кого-то, пульнуть, урон нанести там, которого вам не хватить может в конце. То есть в принципе герой неплох, вполне неплох, хотя сейчас попадается она очень редко, крайне редко. Еще один великолепный герой, который тоже сейчас крайне редко играется, ну, потому что у нее, скажем так, не моментальное свойство, как вот, например, мы возьмем ту же самую Фрост, вышла, заморозила. У нее это свойство растянуто по времени, но зато оно действует более, скажем так, массово. То есть в конце хода она призывает водного элементаля 40-78 перед собой. Этот элементаль выкладывает 4 руны заморозки на стол противника. Здорово. То есть за пару ходов вы, в принципе, весь стол противника превращаете в ледовый каток. В начале хода исцеляет на 60 союзников, кроме зданий за каждого замороженного врага. И в начале хода убивает водного элементаля перед собой и получает атаку, равную его
Здоровью. Ну, вот в моем случае 78. То есть атаку она набирает тоже очень даже неплохо, а учитывая, что на следующем пробуждении и элементаль усилится, то есть усилится количество набираемой атаки. Ну, я говорю, это герой великолепный, просто не всегда получается его полноценно раскрыть, заиграть из-за того, что, да, она не дает моментального эффекта, она дает эффект растянутый по времени, но этот эффект очень сильный, я считаю. То есть заморозить, все закрыть рунами мороза, очень здорово, прекрасно, враги будут выходить, морозиться, и как бы у противника могут возникнуть серьезные проблемы с этим. Как-то вот так вот. Переходим дальше. Это у нас Худу. Отличный герой. Поможет много где в приключениях. На самом деле, некоторых боссов проходил только благодаря Худу, в принципе. Ну и в начале хода исцеляет героя ближнего боя. При появлении союзника дальнего боя дает ему есть способность при атаке, призывает куш шипами перед собой. То есть не всегда это выгодно в том плане, что, например, с той же самой Мизу он будет играть отвратно, потому что она будет выставлять куст и не сможет поставить водного элементаля. То есть тоже смотрите на сочетание связок. Этот куст многим может жизнь подпортить, именно своим героям. Ну и в конце там призывает, в начале при выходе на поле призывает тотем 0, в моем случае 191, перед собой. То есть вот на следующем ходу как раз усилится тотем, он там станет помощнее. То, что исцеляет, плюс еще тотем же у нас, а тотем это, соответственно, тоже очень даже неплохо. То есть я вам покажу его, когда в бои пойдем. Вот, я покажу тотемчик, и там уже подробнее о нем поговорим. Таня Ветрокрылая. В конце каждого хода меняет свою атаку и здоровье. При смерти врага дает уклонение случайному союзнику, кроме героев с полетом. И при атаке получает атаку за каждого союзника природы, включая себя. То есть такой герой семейки природы. В основном с ними он тоже хорошо играет. Ну, то, что уклонение дает, здорово. Как бы в конце каждого хода меняет свои здоровье и атаку, тоже здорово. Там больше у нее получается здоровье, чем атаки. То есть при ходе противника потом это меняется, атака, соответственно, уходит. Ну, действительно, неплохой герой. Вот так ее выглядит пробуждение. Ну и духовные связи. Так, мимолетом просто. Вот. Особо рассказать о ней нечего. Не встречая ее, по-моему, один раз только встретил случайно. И как бы все. Ну, Ворон нынче это топ-метовый герой, то есть отлично играет, особенно там с природниками, с той же самой Масурой меня вот буквально я там полчаса назад играл, и вот Ворон с Масурой меня просто в клочья разорвал. То есть при появлении союзника природы дает атаку союзникам, включая себя на один ход. При атаке по вражескому генералу получает атаку, и появление врага снижает атаку врага до единицы на один ход. То есть и убить его как бы проблематично. Ну, там варианты, конечно же, есть, и их много, и немотой, и таким уроном. То есть убить его можно, как бы это ничего такого ужасного нету. Но его способности действительно сильны. То есть играть он может, и играет он сейчас довольно активно. То есть отличный герой для выбора. Анок, такая моя, скажем так, неразделенная любовь. Ее там тоже меняли, усиливали. Ну, не знаю. Все равно как бы... Ну, у нее есть полет, это здорово. При атаке отравляет, в моем случае, на 80 врагов дальнего боя. Ну, вот на 16-м 91, потом 106. Сработало отравление врага, крадет атаку у него, у нее. Тоже это все увеличивается. И в конце хода дает здоровье союзникам, включая себя, за каждого отравленного врага. Это тоже увеличивается. Но, с другой стороны, это смелее она будет, например, играть отлично. Но, с другой стороны, наверное, проще тогда, ну, я не знаю, взять ту же самую Юри, которая сразу вынесет врагов без всяких отравлений там и прочего. Она просто выйдет, долбанет хорошенько и вынесет врагов. Здесь как-то все это все-таки с этими ядами, это обычно растянуто. Это должно быть очень хорошо у ваших героев здоровья, чтобы все это реализовалось. Ну, такой себе. Ну, и имеет полет. Вот это тоже ее хорошая, конечно, фишка. Полет — это штука хорошая. Хоть и не всегда спасает. Ну, неплохой, опять же, герой, могу сказать. Неплохой, просто вообще ее не видно. То есть не то, что не видно, там периодически попадается, вообще ее не видел. Вот. Ну, переходим. Тоже, в принципе, отличный герой, но сейчас она играет почему-то крайне, опять же, редко попадается, но играет крайне редко. При этом очень сильный герой, особенно под Хароном. Под Хароном это вообще must-have.
То есть получает атаку за каждого героя, в конце хода получает плюс 50 к своей атаке, и при атаке союзника дает ему ей атаку. Очень сильно, на самом деле, я говорю, и под Хароном это просто она там меня за ход один выигрывала. То есть выходит до хрена там всяких на столе, она просто сносит, блин. Классно, классно. Отличный герой на самом деле. Ну вот ее пробуждение, собственно говоря, она у меня на 21-м пробуждена. Надо ее на 26-й гнать. Я ее тогда выпадал, ее мне хорошо в этом событии, когда был на Драгару. Вот я ее тогда на 21-м как раз и пробудил. И с тех пор оставил. То есть, ну, такое. Вот. Ее духовные связи, соответственно, пробуждение показал. Ну, и последние два героя, опять же, не встречающиеся от слова совсем. По-моему, один раз я ее видел, сову и то больше видел. В начале хода дает регенерацию союзникам ближнего боя. Но учитывая, что у нас союзников ближнего боя сносят за ход 2, регенерация ничем не помогает. Сработала регенерация союзника, дает атаку союзника, включая себя, и при смерти врага дает здоровье союзному генералу. То есть она мне, по-моему, попадалась там один или два раза. И была она где-то вот такой. Ну, наверное, да, уровне там на 26-м, наверное, пробужденная. Потому что она там была вообще какой-то зверь-машина, ё-моё. Ее духовные связи, соответственно. Ну и переходим к сове. Мать-сова, один из первоначальных, скажем так, героев. То есть при появлении союзника дает атаку союзникам, в конце хода дает минус по атаке врагам, то есть ее можно использовать в пачке, где вы минусуете атаку в нулину врагам своим. И в начале хода призывает сову 23-25. Что можно сказать? Да ничего нельзя сказать. Ну, попадались, да, попадались, и сильные попадались там, ну, грубо говоря, вот такие, только еще там пробужденные несколько раз. И все равно она, ну, ни о чем она, эта сова. Ну, не знаю. Ну, не играет она, к сожалению. Хотя вроде и атаку она там неплохо, и там жрет атаку у врага, и все. Но не знаю, почему-то не играется. Я ее полноценно не проверял, но я ее говорю, я вообще ее не вижу. Чуть чаще, чем Маев, но это там здесь 1, а здесь 2%, грубо говоря. Вот, в принципе, все, что по дальникам. Ну, теперь давайте соберем просто вот пачку. Я покажу просто свойства их. То есть там нафиг эти, там какие к черту победы. Посмотрим свойства гриба. Посмотрим свойства кролика. Соответственно, это я покажу вам водного элементаля. Покажу тотем Худу. Ну, соответственно, покажу совунью. Ну, еще каких-нибудь двух любых героев. Давайте вот Тартулуса возьмем как раз и Анок. Не буду ничего вырезать, просто покажу, как есть. Так, здесь, соответственно, пока вешу я еще все-таки на втором месте. Не знаю, удержусь, не удержусь. Хотелось бы, конечно, 3000 лег лишними точно не будет. Вот, пошли в потасовку, соответственно, в бой. Ну, и сейчас посмотрим героев. Угу. Вот, смотрите. Выставили, вот тотем. Атакован, наносит урон вражескому генералу, равный атаковавшего атаке врага. Союзный генерал исцелет, дает атаку союзникам. И при смерти союзника исцеляет союзников на 26. То есть, ну, вот сейчас нам невыгодно. Давайте вот это поставим. Не включил я отравление. Вот, вышел цветок-людоед. Вот так он выглядит. И вышел, соответственно, растение. Вот так оно выглядит. Видите, он убивает кусты, тотем хилит. Давайте всех Масур сносим. И вот сейчас как раз посмотрим на Мизу. Он там уже набрал 7 атак. Ну, мне это абсолютно не принципиально. Призывает 4 руны заморозки на случайные свободные вражеские клетки. То есть вот так это выглядит. Плохо, что он слил. Очень плохо. Так, ну вот как раз, кстати, можно яды проверить, да? Можно проверить яды. Можно этим, в принципе. Ну, здесь яд маленький. Здесь все-таки на 80. Давайте вот так вот сделаем. Вот они все получили яды. Угу. Вот как раз Драгара. Так, они получили яды. Можно теперь вот гриб посмотреть. Так, вот грибочек вышел, да? В конце хода умирает, невосприимчивость к немоте, при смерти отравляет соседних врагов. Ну, можно еще раз травануть, опять же.
Вот мы всех здесь потравили. Вот выпускаем этих мадмуазелей. Кто у нас здесь? А, ну вот мать сову еще можно посмотреть. Ну, не успели. Ну, опять же, я играл тут только с дальниками. Сейчас посмотрим как раз сову полноценно. В принципе, всех я героев основных показал. То есть и грибочки, и это. Ну, а, вот кролик еще. Давайте кролика посмотрим. Кролика мы поставим вот сюда, в надежде, что он поставит его вот сюда. Да, поставил сюда. Вот, соответственно, кролик. Союзник наложил немоту, получает 14. При смерти накладывает немоту на убившего врага. Вот он получил свою, соответственно, немоту. Нормально, нормально. Так, давайте их так потравим. Ну и можно, в принципе, вот так вот поставить, еще потравить. То есть это вот мы чисто на отравлениях играем. Так, ну и вот сова, собственно. Где там сова наша? А, в начале хода. То есть ей выжить надо. Ну, как раз выжила. Вот она призвала сову. При атаке дает минус атаку атакованному врагу. При смерти дает плюс союзникам природы. То есть вот так вот это выглядит. Ну, что тут еще? Ну, можно еще раз грибочек, да, посмотреть. Вот грибочек. При смерти отравляет соседних игроков. В конце хода умирает. Невосприимчивость к немоте. То есть, ну, вот так вот это выглядит, собственно говоря. В принципе, все, что хотел, я вам показал. Природа дальники. Вот они все. Ну и теперь давайте буквально мимолетно, кого я могу порекомендовать взять в этом событии. Ой. Ну, на первое место я бы все-таки сейчас, на данный момент, наверное, ну, либо подкачать, либо еще что-то. У меня, в принципе, здесь, пожалуй, два героя. Это либо Тенгу, отличный герой, очень много где играет и реально неплох. Либо Мизу. Мизу прекрасный герой, я ее очень люблю, и когда я ее все-таки наконец прокачаю и пробужу на 21 уровне, я в пачке ее буду использовать. То есть это однозначно. Вот этих двух героев я могу вообще вот, ну, 100% от себя порекомендовать. По поводу остальных, ну, давайте прям по порядку. Не могу. То же самое. Флоса могу, если вам интересно это, если вы играете на Марготе особенно, да и вообще вот там, ну, природные пачки пытаетесь собирать, флос вам очень сильно поможет в этом. Тенгу могу, ой, Худу могу вполне порекомендовать для приключений, он отлично играет, да и в лиге, если тотем нормальный, то может принести очень много проблем. Сову не могу. Тартулуса не могу, к сожалению. Анак, опять же, к сожалению, не могу. Хотя герой интересный, механики интересные и с ядами классно играет. Ундину однозначно могу порекомендовать. Отличный герой. Может много где помочь в партиях. Виксона то же самое. Прекрасный герой. Могу порекомендовать. Мелия, мне очень она нравится. Но это чисто мое субъективное мнение. Я могу ее рекомендовать. Хороший герой. Яды, отравление, убивает. Прекрасно играет. Тани, нет, не вижу, ну, ни о чем герой на самом деле. Опять же, ребят, повторюсь, это лично мое мнение. Следовать ему или нет, решать вам. Не надо потом говорить, что вот я посоветовал какое-то говно, которое у вас не играет. Это так не работает. Вы все равно должны выбирать сами. То, что вам с Ютуба могут советовать все, что угодно. Все равно, ну, думайте своей головой, она же у вас есть, поэтому действуйте. Драгару могу порекомендовать, действительно отличный герой, просто пока у меня она еще не готова. Мэйв не могу порекомендовать вообще. Не вижу ее в игре. Абсолютно. Вот, в принципе, все, что касается природы. Все сказал, все показал, все рассказал. И опять же, опирайтесь на свою голову. Потому что я вам могу насоветовать такого, что потом вообще проклянете. Так что успехов, ребятушки, в завтрашнем ивенте. Всех жду в 13:00. Кто не подписан на канал, призываю подписаться. Видео выходит не так часто сейчас, но они будут все равно выходить с какой-то периодичностью. Вот. Также заходите в телегу. У нас там здорово, весело. Иногда можно даже поржать вечерком.
Вот, все, на этом все. Еще раз вам всем успеха, отличного настроения, хороших выходных. Пока-пока, друзья. Пока.